Добрый день. My name is Ванона Арчибек, but I go by Nona. Меня зовут Ванона Арчибек, но я отзываюсь на имя Нона. I'm going to pray, please. Я помолюсь. Oh, Lord God, Heavenly Father, I just thank you that I get the opportunity to be with my new sisters in the Lord. Спасибо, Господи, за возможность быть с моими сестрами во Христе вместе. You are always so good, Lord. Ты всегда так благ к нам, Господь. Let this be of you, Father, not of me. Lord, that I can somehow portray what you want me to say, Father. Господь, пусть все, что я буду говорить от Тебя, используй меня, Господи. Я прошу во имя Иисуса Христа. Well, it says in your handout, reflecting faithfulness. У вас в наших буклетиках написано «Отражая верность», да? Does it say faithfulness? It was supposed to be commitment, but you know, faithfulness and commitment are very, very similar. Изначально нужно было написать посвященность, посвящение, но похоже, что эти два слова отражают одно и то же. I think faithfulness is, once you have faithfulness, then you have the ability to be committed to something. Потому что, еще мне важно на этом заострить внимание, верность позволяет быть тебе посвященным чему-либо. So to reflect commitment as believers in Jesus Christ simply means we model the traits and behaviors of Jesus. Что такое отражать посвященность для верующего человека? Это просто отражать черты и поведение Иисуса Христа в жизни. Especially His great love, mercy, grace, compassion, and forgiveness. В особенности Его великую любовь, Его милость, Его благодать, сострадание и прощение. This commitment to our triune God entitles trusting in Him and being faithful to His commandments. Эта преданность, эта посвященность внутренняя нашему триединому Богу также означает доверять Ему и следовать Его заповедям. When we are committed and trust in Him, we, like the Apostle Peter, can walk on water. Когда мы преданы Богу, тогда мы так же, как апостол Петр, можем идти по водам. Doing the seemingly impossible. Совершать то, что кажется невозможным. To step out and do what we thought we could not do. И иметь дерзновение сделать то, что мы думали сделать не сможем. For me, 11 years ago, doing the seemingly impossible to me was praying out loud in front of others. Для меня 11 лет назад показалось абсолютно невозможным молиться вслух, когда рядом были другие люди. Hugging people other than close family members. Обнимать кого-то, кто не является членом моей семьи. Having a heart for women, loving and caring about them. Иметь в сердце любовь и заботу к женщинам и помогать им. Having more than one friend as a woman. И дружить с большим количеством людей, чем с одним. Teaching and leading groups of women. Учить женщин, вести группы по изучению с женщинами. And going on mission trips. И ездить в миссионерские поездки. My husband had told me years ago that he had a vision of me teaching in front of Christian women. Мне муж говорил, что у него было видение, он видел меня, учащей группу женщин. I told him he was mistaken. Я ему сказала, нет, ты ошибаешься. When I was young, I never felt comfortable around women or females of any age, except my grandma. Когда я была помладше, я всегда себя очень неловко чувствовала, когда находилась с другими женщинами. Единственный человек, с кем мне было комфортно, это моя бабушка. My grandma babysat me when I was an infant until I was a toddler because my parents both worked. Я росла с бабушкой, потому что мои родители работали, и вот прямо с самого маленького возраста, до тех пор, пока я начала ходить, я была с бабушкой. When I was 2, my big brother, my mother and father and dad, we moved across the country 2,000 miles away from my grandma. Когда мне было 2 года, мы с моей семьей, папа, мама и брат старший, переехали за 2000 миль от бабушки на другой конец Америки. My mother had problems, especially caring for me, her daughter. Моя мама не очень хорошо обо мне заботилась. She frightened me,
and I always tried to stay out of her way. Мама меня пугала, и я всегда старалась не попадаться ей на глаза. I fell into the habit of pretending, living in my own fantasy world, and not knowing how to deal in the real one. И со временем я нашла убежище в том, что придумала для себя фантазийный мир, притворялась и реальной жизнью жить не могла. My brother, who was 2 years older than me, took to looking after me. He started to look after you. Yeah, he started to look after me. Мой брат старший, всего он 2 года меня старше, но он начал обо мне заботиться. He included me almost in everything he did. Он со мной играл, и как бы я разделяла с ним все, чем он занимался. His friends became my friends. Его друзья были моими друзьями. I grew up being much more comfortable around boys than the company of girls. Из-за этого мне больше было комфортнее с мальчишками, чем с девочками. And I had trust issues with women all the way up until my 40s. И до 40 лет мне было трудно доверять женщинам. Praise God for good Christian women who are committed to do the Lord's will. И слава Богу за женщин верующих, которые преданы тому, чтобы исполнять волю Божью. It was these good Christian women who reached out and took the time to show me that they could be trusted by reflecting Jesus through their actions and their words. Эти женщины не пожалели времени и очень постарались, чтобы показать мне, что я могу им доверять, потому что они отражали Христа во всем, что они делали по отношению ко мне. They were committed to do the will of the Father and help me out of this dark pit. Их преданность воле Божьей, сделать то, что к чему их Господь призывает, помогли мне выйти из моей личной темноты. I'm so grateful to them because they impacted my life and changed it forever. Я им очень благодарна, потому что они изменили мою жизнь навсегда. Jesus, who impacted billions of people's lives, was never harsh or cruel when dealing with others. Иисус тоже изменил очень много, тысячи жизней. Он никогда не вел себя грубо, никогда не вел себя резко с людьми. Jesus took the time to listen to others, their concerns and their sorrows. Он тратил время на то, чтобы выслушать людей, чтобы принять их переживания, принять их, то, что их беспокоит. He was always quick to heal and forgive. Он был быстр на прощение и на исцеление. Encouraging repentance to turn away from sin. Когда вот Иисус общался с людьми, в них возникало желание покаяться и оставить свой грех. He was full of grace, love, kindness, gentleness, compassion, and mercy. Его переполняла благодать, любовь, доброта, нежность, сострадание и милость. Speaking encouragements, giving directions, and blessing his listeners. Когда он говорил, он ободривал, он давал направление в жизни человека и благословлял. And it's so funny that today I keep hearing the same thing, what I'm going to say next. We need, oh gosh, I lost my place. We as Christian women have this ability also to speak encouragements into women who are broken and hurting. И хотя с тех пор прошло очень много лет, с тех пор, как Иисус ходил во плоти по земле, мы, женщины, верующие, можем продолжить Его дело, можем по-прежнему ободривать, можем по-прежнему говорить все те добрые вещи людям, которые им так нужны. We need godly wisdom with commitment and obedience to His Word, to let His Word penetrate our heart and mind, so we are ever mindful of others. Нам нужна мудрость. Эту мудрость мы можем принять от Господа. Именно Божья мудрость нам нужна. Нам нужна посвященность, послушание Его Слову, чтобы Его Слово проникало в наше сердце и разум, чтобы мы могли передавать его другим людям. We need to be prayerfully seeking God's wisdom, not our own, when dealing with these areas of brokenness and hurt in other people's lives. Когда мы можем послужить кому-то, кому очень плохо, у кого какие-то беды в жизни, нам очень важно, чтобы мы не от себя говорили, а говорили то, что хочет Господь сказать этим людям. As Paul says in 2 Timothy 1:13, hold fast to the pattern of sound words which you've heard from me in faith and love which are in Jesus Christ. Апостол Павел говорит во втором послании к Тимофею, в 1 главе, в 13 стихе: «Держитесь здравого учения, которое вы слышали от меня, в вере и в любви, которые мы можем принять от Иисуса Христа».
We as Christians need to be diligent to present ourselves approved, approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth, shunning profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness, and their message will spread like a cancer. Этот отрывок находится во втором послании к Тимофею, 2 глава с 15 по 17 стих. Мне кажется, нам надо прочитать, так будет трудно воспроизвести. Второе послание к Тимофею, да? 2 глава 15-17. Старайся представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верным, преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Емений и Филипп. Спасибо. This is a huge commitment, keeping the Lord's commandment, but also a gift and a responsibility for the kingdom of the Lord to reflect Jesus. Это посвящение отражать Иисуса Христа. Это труд с нашей стороны, но с другой стороны, это также и дар отражать Иисуса Христа в том, что мы делаем. Это наша ответственность для Его Царствия. Paul states in 2 Timothy 2:14, remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about words, to no profit to the ruin of the hearer. Второе послание Тимофею во 2 главе в 14 стихе говорится: «Сие напоминай, заклиная перед Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». In our use of language, we use words that have the power to love, heal, encourage, restore, and teach others. Это во власти языка. Использовать такие слова, которые показывают любовь, которые приносят исцеление, которые ободряют, восстанавливают и учат других людей. And with these same words, we can crush, destroy, shame, and hurt the people that God loves. И с помощью того же самого языка мы можем сделать полностью наоборот. Мы можем разрушать, мы можем вызывать у людей чувство стыда и боли, если будем говорить неправедно. We have all experienced the times when hurtful words and gossip was directed at us. И мы сами с вами бывали в таких ситуациях, когда чьи-то слова очень сильно нас задевали, потому что мы были объектом чужих сплетен. How the gossip spread like a cancer, and we felt anger, shame, embarrassment, wanting to hide from the world. И сплетня, она как рак распространяется, она настигает нас, и мы слышим, как она за нами, там, за нашей спиной где-то болтается, и приносит очень-очень неприятные ощущения. What do you say about gossip? Да, мы чувствуем зло, мы гневаемся, нам стыдно, нам неловко, и хочется спрятаться от всего мира. In James 3, James talks about the tongue. Likewise, the tongue is a small part of the body, but makes great boast. 3 глава. Помните там этот отрывочек про язык, да, что он... Язык небольшой, теперь много делает. Ага. I was going to kind of just... But no man can tame the tongue. It is restless, full of evil and of deadly poison. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in God's likeness. Дальше почитаем. Язык укорить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Это Якова, 3 глава, 8 стих. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека. And out of the same mouth come praise and cursing, and this should not be. Из этих же уст, 10 стих, из этих же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Unfortunately, we know when people, especially us women, hear a juicy tale, we want to tell somebody else. К сожалению, нам, людям, свойственно, когда мы слышим что-нибудь такое пикантненькое, нам хочется, во-первых, это слышать, а во-вторых, нам хочется передать это дальше. How fast the gossip will spread to the hurt of the person. И how fast?
the gossip will spread and the hurt it will cause. Сплетня может очень далеко лететь, очень далеко распространиться. И чем дальше она распространяется, тем больше боли мы причиняем объекту этой сплетни. Once we speak evil, we can't put it back in our mouths. Выпустив зло из своих уст, мы обратно не можем забрать его. Our words are out there forever. Все, слова вылетели навсегда. We, with our own will, gossiping to the ruin of another person. For what? Получается, что мы по собственной воле выбираем разрушать репутацию другого человека, сплетничая. Зачем? Is it because we love to hear ungodly, sinful things about another person? Что может быть причиной такого поведения? Может, потому что нам нравится слушать какие-то греховные, не радующие Бога вещи про другого человека? Probably. Может быть. We should be ashamed of the sinful nature in us. Gossip destroys others. Нам надо стыдиться этого. Нам нужно стыдиться своей греховной натуры, когда мы вот так себя ведем, потому что сплетня, слухи, они разрушают других людей. And thankfully, we do have the power to stop the gossip, restore the gossiper, and the hearers alike. И, конечно, у нас есть на самом деле власть, мы просто должны ее в себе нащупать, прекратить эту сплетню, остановить ее. И если она уже была высказана, то покаяться в этом, извиниться, чтобы восстановить репутацию того, о ком мы говорим. And it's so simple. We simply say, we should not be gossiping. It hurts other people. Или тому, кто говорит, мы можем сказать, это же просто сказать, не надо, потому что это вредит тому человеку, о котором мы говорим. How much more joyful it is to the Lord and others around us when we stop the gossip. И такое поведение более угодно Богу. И вот те другие даже вокруг, которые хотели нас послушать, они это оценят. Это будет хорошо, если мы сможем остановить нехорошие слова. We can become instruments of healing. And this is so much more rewarding when we see someone healed from a sorrowful experience. Мы можем стать инструментами, орудием Божьим исцеления. И это огромная радость и облегчение, когда мы видим, как кто-то восстановлен, чья-то репутация восстанавливается. And this was one of the reasons that as a young person, I was so terrified of women. И это была причина, по которой я в молодом возрасте так жутко боялась женщин. I was it soft-skinned, where things hurt easily? Я была очень тонкокожей, чувствительной, то есть меня очень легко было ранить и обидеть. It's so interesting because we as women like safe relationships, yet we are the ones who gossip. Интересно, что вот мы женщины, да, нам очень нужны отношения, которым мы можем доверять. Сами мы в этом страшно нуждаемся. И при этом мы с такой легкостью сплетничаем о других. It is so comforting to have a safe place where we know this group or this person would never say anything bad. И поэтому мы ищем, мы очень хотим притулиться вот к тому человеку или к той группе людей, с которыми мы понимаем, вот здесь безопасно, они ничего плохого не скажут за моей спиной. They're committed to protect your privacy and would shelter you from hurt. Потому что внутри себя эти люди посвятили себя тому, чтобы защищать репутацию другого человека, чтобы они были убежищем для человека. Many of you have special friendships where you know your friend can be trusted with the intimate details of your life. Да, у нас есть с вами такие друзья, и мы знаем, что мы можем доверять им. Это очень здорово. Those weighty details, which are sometimes debilitating to us. Два слова, которые не знаю. It's like the things that are big, the big things in our lives where we feel just so, we want to tell somebody, but we know we need that special someone to tell. Друзья, с которыми мы можем поделиться самым сокровенным, чем-то очень важным для нашей жизни. You know you need to leave the pain at the cross of Jesus, but sometimes it's so overwhelming, you need the help of a friend. Мы все знаем, что когда нам плохо, нужно обращаться к Иисусу Христу и боль свою оставлять у Его креста. Но мы люди, и нам нужно иногда человеческое участие. Нам нужен человек, которому мы можем довериться и рассказать. And it's so important to have someone you can trust.
Это так важно, чтобы у нас был человек, которому мы можем довериться, с которым мы можем молиться. Somebody you can hug. Кто-то, кого можно обнять. Because we all need that as women. Потому что нам, женщинам, всем это очень нужно. And you know you need this special friend who will be there for you when you're feeling sad or broken in the future. И каждый из нас нужен добрый друг в тот момент, когда мы себя плохо чувствуем духовно. They will comfort you and lift you up with words of loving encouragement and godly direction. Потому что они ободрят, и они скажут нам от Господа, и они нам покажут Божий путь. This faithful friend of yours is committed to never gossip about you or make fun of your past. Вот такие вот верные подруги, да, верные друзья, они имеют внутри себя посвящение защищать вашу репутацию тем, что не будут передавать дальше ваши слова, не будут сплетничать за вашей спиной. The sadness is you're feeling or the brokenness and the events that have happened to you. И не будут распространяться о том вот состоянии, может быть, упадка духа, который вы испытываете. This friend and you have created a safe place of safety where one another, for one another, that is healing, an environment of trust. Такие друзья создают определенную среду доверия, среду исцеления. Ladies, why don't we create more spaces like that for one another? Почему бы каждый из нас не начать создавать такое пространство, такую среду друг для друга? We as women seem to carry more burdens than normal in this day and age. Мы, женщины, очень много бремени несем вот в наши дни. And it's so nice to go to someone you can trust and kind of get rid of that. И очень важно, когда есть кто-то, к кому можно прийти и разделить с ними эти бремена. And to talk with them, поговорить, to be hugged, чтобы нас просто обняли, to be prayed for. чтобы за нас помолились. Establishing a safe haven to share hurt feelings and brokenness where healing can take place, a place where no one would say cruel or meaningful things is important. Создать вот такое пространство, не в физическом смысле, да, вы понимаете, куда может прийти израненная душа, это очень важно перед Богом, чтобы у нас побольше было вот таких убежищ, где женщины могут расслабиться. A place like this conference, Ну, может быть, эта конференция сравнима с таким местом. Where you know you can go to the ladies and they're going to pray with you and for you. Когда вы знаете, что вы можете подойти к определенному человеку, чтобы этот человек помолился за вас. Don't you all like that? I do. Мне кажется, это очень здорово. Вам нравится такая возможность? Мне вот очень нравится такая возможность. You come to the conference with a big burden and you know who you're going to go to. You're going to go to that person and say, please pray for me. Потому что у каждой из нас на сердце есть какое-то бремя. Мы приехали сюда, у каждого что-то дома произошло и будет происходить, какой-то тяжестью, возможно. И слава Богу, что есть те, к кому можно подойти и сказать, помолись за меня. Ladies, we need to be committed to create the safe havens of trust for one another. Поэтому это так важно, чтобы каждая из нас в душе своей сделала посвящение Богу, что я хочу быть тем местом, я хочу быть тем человеком, к которому придут, и где могут расслабиться и довериться. And it's not hard to do. И на самом деле это не трудно. We don't need special equipment. Нам не нужно особого оборудования для этого. Or take any classes. Или на курсы на какие-то ходить, тренинги проходить. It is being a faithful friend by being compassionate. Нужно просто быть верным другом через сострадание. Listening and giving your time, keeping a secret, keeping a trust, not gossiping. Просто отделять время для того, чтобы выслушать человека, чтобы он мог доверять, потому что мы не будем передавать дальше его слова. Using words that encourage, that are loving, that are restoring and comforting. И разговаривая, ободривать, через общение показывать любовь, восстанавливать человека и утешать. Committed to do the will of our Lord and Savior Jesus. Иметь внутри посвящение, исполнить волю нашего Господа Иисуса Христа. There are examples in the Bible of women who made commitments and it changed the world. Библия дает нам примеры женщин, которые сделали такое посвящение, и это изменило мир вокруг них.
In the book of Ruth, Ruth a Moabitess, a non-Jew, and a widow, who takes courage by leaving her homeland and following her mother-in-law Naomi, who's a Jew. Ну вот, например, книга Руфи. Помните, Руфь моавитянка, да? Она не была иудейкой. И она была вдовой, она отправилась за своей свекровью, да, на Наими, да, если я не ошибаюсь, пошла в ее землю иудейскую вместе с ней. Naomi is destitute. She has lost her husband, both her sons, and has no means of supporting herself, let alone someone else. По-русски, как Наими. Она оказалась в ужасной ситуации. У нее муж умер, 2 сыновей, и у нее не было средств к существованию. Yet Ruth makes a commitment to Naomi by following her to Israel. Но Руфь показывает свою преданность своей свекрови и следует за ней в Израиль. Remember, Israel is not very receptive at the time to outsiders. А Израиль в те времена, мы читаем в Ветхом Завете, не очень-то приветствовал чужеземцев. Her mother-in-law Naomi tells Ruth not to follow her and return to Moab. Наимень хорошо понимает, что ждет невестку в новой земле, в ее земле. Да, она говорит, не ходи со мной, это сложно. Yet Ruth persists, saying some of the most beautiful languages of love and commitment in the Bible. That's my opinion. По моему мнению, Руфь говорит самые замечательные слова посвященности, преданности другому человеку, которые только есть в Библии, когда говорит, что пойдет за своей свекровью. In Ruth, the first Ruth 1, 16 Первая through глава, 17. 16-17. Entreat me not to leave you or turn back from following after you, for wherever you go, I go, and wherever you lodge, I lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. The Lord do so to me, and more, if anything but death parts you from me. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой. What a commitment of faithfulness and love. Мы видим чудесное посвящение, чудесную преданность, верности и любви. Ruth lets Naomi know how much she loves her, cares for her, and will provide for her. Руфь показывает своей свекрови, насколько сильно она ее любит, насколько она о ней беспокоится, хочет о ней заботиться. Naomi will never be alone as long as Ruth lives. Наимень не будет теперь одинокая. Она не будет одинокая все то время, пока Руфь будет жива и будет с ней. What encouragement for Naomi, what security and hope it gave her. Это дает ей чувство защищенности и ободрения. So Ruth goes with her mother-in-law Naomi to Bethlehem, where Ruth provides for her by going into the field of a relative to glean and gather grain. И вот они попадают в Вифлеем, помните эту историю, да? И Руфь обеспечивает им пропитание тем, что ходит на поле их родственника и собирает колосья. And as many of you know the story of Ruth, Ruth meets Boaz, a wealthy man. И как мы знаем, опять же, из этой истории, Руфь знакомится с Воозом, богатым человеком. And she weds him and has a son named Obed. И они поженились, и у них родился сын Авид. The great-grandfather of King David. Прадедушка царя Давида. The people of Bethlehem then say to Naomi, for your daughter-in-law who loves you, who is better to you than 7 sons. И тогда люди, соотечественники Наимини, сказали ей, вот глядя на жизнь Руфи, да, что она лучше 7 сыновей. Твоя невестка лучше 7 сыновей. Words that blessed and reinforced Naomi's love and respect for her faithful daughter-in-law Ruth, who was committed to her.
Эти слова благословили сердце Наимини и как бы усилили ее любовь, ее уважение к преданной своей невестке, которая так себя посвятила своей свекрови. И это замечательные отношения. What a treasured friendship. Они просто ценны. Такая дружба, ценная дружба. In Judges 4:4-10, we meet another woman named Deborah, who is a prophetess, which is unusual in that time of Israel to have a woman in a position of leadership. И в Судьях, 4 глава, с 4 по 10 стих, мы видим еще одну женщину библейскую, ее зовут Девора. Она была пророчицей, да? Судья 4:10. И это было достаточно необычно в истории Израиля, чтобы женщина занимала лидерское положение. Deborah sends for the general of Israel's army, a man named Barak, to tell him the Lord has commanded him to go into battle with 10,000 men against Jabin's army. Девора посылает за командующим израильской армией, которого звали Барак, если я не ошибаюсь, и чтобы ему передали, что Господь Бог призывает его вступить в бой с 10 000 против армии Jabins. Кто там были в это время, с кем тогда они воевали? General Barak replies to Deborah is Язычники. General Barak's reply to Deborah is he will only go into battle if Deborah comes with him. Что отвечает генерал? Я пойду сражаться только в том случае, если ты пойдешь со мной. We're not sure of the general's character. Is this general of Israel's army a coward or just needs support? Мы не можем из этого отрывка понять, что у него за характер был. То ли он трусил, то ли ему поддержка женская нужна была. Yet we do see Deborah going with the general, encouraging him and directing him of God's will for the battle. Однако мы видим, что делает Девора. Она идет с ним в бой, она его ободривает, и она его как бы направляет в воле Божьей во время этого сражения. Deborah was being committed to do the will of God by agreeing to go into an actual battlefront with real dangers and death. We women don't generally like that stuff. И интересная она была женщина, понимаете, она не испугалась идти туда, где была физическая опасность, идти на передовую, где женщины обычно не бывает и чего женщины обычно не хотят. Deborah's encouragement to the general on the battlefield is to obey God's commandment. Она его ободривает, она говорит, слушайся, что говорит Господь. In Judges 4:14, she says, "Has not the Lord gone ahead of you?" В 14 стихе 4 главы Судьи она говорит, разве Бог не прошел уже перед тобой? Reminding him the battle belongs to the Lord. And if the Lord tells you to do something, He is faithful to do it. Напоминая ему, что это битва Божья, это сражение Божье. И что если Господь призывает к тебя что-то делать, Он уже прошел этот путь перед тобой. The general wins the battle, but the honor goes to a woman. Этот военачальник сражение выиграл, но слава и честь идет женщине. Deborah was a woman leader in a time when women did not lead men. Она была женщиной-лидером во времена, когда это было не принято. And God used her because she was committed to do God's will. И Бог ее использовал, потому что она была посвящена тому, чтобы исполнить волю Божью. Deborah knew when God commands something, it's going to happen. Она знала, что если Бог что-то заповедует делать, это случится. And to be speaking on God's behalf is a privilege and an honor. И для нее говорить от имени Божьего было привилегией и честью. We need to be committed to the calling God has placed on our lives. И нам нужно тоже быть посвященными, преданными тому призванию, тому призыву, который Господь проговорил в нашу жизнь. We need to put into practice speaking encouragement and being faithful to others. Нужно на деле показывать, что мы готовы ободривать других людей, что мы готовы быть верными им. In Proverbs 31, the being a model woman chapter,
31 глава притч, всем нам известная, где женщина-образец. Or the perfect woman. Идеальная женщина показана. It talks about the importance of words and language. Там тоже говорится о важности слов и языка. By speaking for the speechless and pleading the cause of the poor and needy. Okay. Should I go all the way? Yeah. Words that defend them and encourage them and love them. This is Proverbs 31:26. It's up here. By speaking for the speechless. This one will be a little bit. I just paraphrased. Здесь немножко перефразированы притчи. Давайте вместе вспоминать. Там было написано, говоря за тех, кто за безмолвных, да? Открывай уста твои для безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. 8-9 стих. And then Proverbs 31:26 says, she speaks with wisdom and faithful instructions is on her tongue. И в 26 стихе говорится, что открывает уста свои с мудростью. Мудростью и кроткое наставление на языке. What a noble thing to be known for wisdom and faithful instruction. Это очень благородно, когда, если о тебе вспоминают, то вспоминают о том, что ты человек, который говорит с мудростью и кротким наставлением. I love how the end of Proverbs 31 states, her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Встают дети и ублажают ее, и муж и хвалит ее. Many women do noble things, but you surpass them all. Много было женщин добродетельных, но ты превзошла всех их. Charm is deceptive, beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Many of us have women we look up to in our lives. В жизнях многих из нас есть женщины, на которых мы смотрим с уважением. Women who've made that all-important commitment to the Lord and have walked according to His will. Женщины, которые внутри себя сделали этот шаг посвящения Богу и шли по жизни в согласии с Его волей. One of the older women I look up to is going to be 96 this year. Вот такой женщиной для меня является женщина, которая будет в этом году 96 лет. She celebrated her 86th birthday here in Russia on a mission trip. Она отметила свой 86-й день рождения здесь, в России, на миссионерской поездке. She is committed to the Lord. She's committed to the Lord and His calling He's placed on her life. Она посвящена Господу и посвящена тому призванию, которое Он поместил в ее жизнь. It states at the end of Proverbs 31 that beauty is fleeting. В конце этой главы притч говорится, что миловидность обманчива. But this 95-year-old woman is very beautiful to me. Но эта 95-летняя женщина для меня прекрасна. How much more joyful it is to us and others around us when we are committed to the calling Christ has placed on our lives. И это приносит радость не только нам самим, но и людям вокруг. Их ободривает, когда мы видим, что мы живем вот в рамках замысла Божьего, в рамках Божьего призвания в нашей жизни. Where we get to be instruments of the Lord for grace, forgiveness, mercy, compassion, and love. Когда Господь хочет, и мы позволяем Ему использовать нас как Его орудие благодати, прощения, милости, сострадания и любви. That can and will be for healing and restoring in other people's lives. Для того, чтобы прощать и исцелять и восстанавливать жизни людей вокруг нас. At Calvary Chapel, Apple Valley, we have a group of women called Women to Women. У нас в нашей часовне в Apple Valley есть такая женская группа, которая называется «От женщин к женщинам». This group of women gets the opportunity to be the instruments of the Lord in serving the body of Christ and others. Вот как раз эти женщины и хотят быть этим инструментом в руках Божьих, чтобы через них Бог мог послужить другим. The heart of the ministry is from James 1:27. В сердце нашего служения находится тот посыл, который заключается в Иакова, 1 глава, 27
стих. Чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. The women in this group are committed in coming together in a haven of safety to serve, work, share, comfort each other, and be busy about the Lord's work with joy. Эти женщины сделали такое внутреннее, приняли такое посвящение внутреннее, собираться вместе, отложить, иметь время, чтобы собираться вместе служить и обмениваться чем-то, делиться с другими людьми, утешать других и работать для Господа с радостью. We get to become the Lord's hands, feet, and mouth, the very fragrance of Jesus in our service. Мы Божьи руки, мы Божьи ноги, мы род для Господа здесь на земле, мы благоухание Иисуса Христа в нашем служении. And how blessed and rewarding it is to be in the Lord's will for our lives. И это приносит благословение, и мы получаем награду, когда мы находимся в Божьей воле для нашей жизни. I guess I'm going to tell you about the history of Women to Women. И я бы хотела немножко рассказать об этом служении. When Women to Women first started in 2008, it was more of a sewing group. Наша группа возникла в 2008 году. Когда она начиналась как кружок по шитью. The purpose, we thought, was to teach women and girls how to sew and repair clothing. Цель была такая: научить женщин и девушек, как шить и как починять одежду. There were around 7 to 8 women coming consistently, learning how to read patterns, cut fabric, use a sewing machine, sew on buttons, and repair rips. Приходило примерно 7-8 женщин, и мы учились, как делать выкройки, как вырезать материал, ткань, как использовать швейную машинку, пришивать пуговицы и зашивать дырки. But God had so much more in mind for this group. Но у Бога был гораздо больший замысел для этой группы. He creates what He wills, and when we are prayerfully and looking to Him for guidance, He will make His changes, what He wants, known to us. И Он делает то, что Он задумал. И если мы внимательны к Нему, то Он открывает нам свой замысел и использует нас, чтобы это совершить. So God took this group of 7 women and created a new work other than sewing. И вот Господь стал работать с нами, с 7 женщинами, и Он дал нам новое задание, новую работу. He showed the group that we needed to reach out by visiting the shut-ins, the sick, and the lonely. Нам Господь стал показывать, что нам нужно идти вовне, нужно навещать тех, кто болеет, нужно навещать одиноких людей. Washing dishes and floors, cleaning bathrooms and bedrooms, anything needed for the elderly and the sick. Тем, кто не может выйти из дома по каким-то причинам, чтобы помогать им элементарно убраться дома, посуду помыть, привезти еду, помочь так, как нужно. Reaching out to the homeless with the gospel, food items and clothing. Дальше мы пошли к бездомным, неся им Евангелие, еду и одежду. The Lord showed us the harvest is great and the harvesters are few. Господь показал нам, что нивы побелели, а делателей мало. We needed to look around us and serve the needs of others as a group of ladies accomplishing His will. И мы стали наблюдательными к нуждам вокруг нас. Мы стали замечать нужды. И мы, как женщины, готовы были идти и послужить вот нашей группой. And His will encompassed so much more than just sewing. Оказалось, что Его замысел, Его воля, она охватывает гораздо больше, чем просто кружок по шитью. And His goals for us when we are willingly committed to Him is far more reaching and impacting the lives of others for His glory. И когда мы оказываемся послушны в малом, да, то Господь ведет нас дальше, потому что мы видим немножко, а Его замысел гораздо больше и шире, и Он начинает использовать нас в жизнях больших людей. As the group grew and the numbers of ministries grew, under the cover of Women to Women, we realized God was speaking to us through prayer and His Word. И I kind of covered this over here. Наша группа росла в своей численности, и у нас все больше и больше делалось служений.
И мы поняли, что Господь говорит с нами через молитву и через Его Слово. He wanted women other than the original leader to lead the small number of growing groups. И поскольку у нас возникали уже новые группы, то Господь поставлял лидеров новых в каждую из этой группы. So many little groups were starting that they needed their own leader. И нужен был один, то есть возникали новые группы, каждой группе нужен был свой новый лидер. You had the one head leader and then a lot of little ones underneath the head. Была женщина, которая стояла во главе этого движения, и лидеры других групп. Like Moses in Exodus 18, Jethro, Moses' father-in-law, has joined Moses in the wilderness. Так же, как с Моисеем произошло, когда в Исходе, 18 глава, с 13 по 24 стихи, на сцену появляется его свекор, да, отец его жены, и он видит, что Моисей вот сидит на судилище, народу много. Jethro sees how Moses stands in front of the people, morning until evening, inquiring of God for them, judging the cases between one and another. И они приходят, люди приходят со своими вопросами, и Моисей от рассвета до заката предстоит перед Богом, принимая для этих людей ответы от Бога, вопрошая его, и все это делает один. So Moses' father-in-law says to him in verse 17, "The thing that you do is not good. Both you and these people who are with you will surely wear yourselves out." В 17 стихе свекор ему говорит: Моисей, так неправильно, и тебе тяжело, и людям тяжело, которые тебе приходят. For this is too much for you, and you are not able to perform it by yourself. Потому что для тебя, для одного, это слишком много, ты не можешь справиться один. Jethro encourages Moses to select from the people able men who fear God, seek truth, and hate covetousness. О Боже, что это? Covetousness. What is that? Wanting things. Стяжательство, ага. Свекор ему говорит: Моисей, тебе нужно выбрать из народа людей, которые боятся Бога, ищут правды и ненавидят стяжательство. These were the types of men to put in place of service to aid Moses in judging the people. Вот такого рода люди были избраны, чтобы помочь Моисею в его служении. Like Moses, the leadership of women to women looked for women of truth, who were not covetous, who loved the Lord within the group. И вот также в нашем служении от женщин к женщинам были выбраны лидеры групп, которым было чуждо стяжательство и которые любили других людей. These women of prayer also would need to be committed, having leadership skills, gifts and talented, and time to lead these newfound ministries. Эти женщины, они, во-первых, были молитвенницы, во-вторых, у них была вот посвященность исполнять волю Божью, у них были лидерские навыки, у них были дары и таланты, и у них было время, чтобы посвятить себя вот этой вновь образованной группе для нового служения. An assistant was added to handle the administrative duties for the group. Потом у лидера группы появлялся помощник, чтобы делать какие-то административные дела. And then I have a photo album that has a lot of pictures of this group. У меня есть фотоальбом, посмотрим потом. Там много фотографий этих групп. And recently, a board of 4 ladies was added to come alongside in the service of the group and the leader. Now you have not just one leader, but the board. We have one leader, but we have a board that comes alongside. A lot of times there's so much going on that they just kind of come alongside. И теперь вот тот лидер, самый главный, да, женщина, которая отвечает за все, у нее теперь есть совет еще из 4 женщин в этом служении. Currently, the number of women coming to this group is in the 30s. And during some events, the outreaches, the numbers are much greater. We have a lot of ladies coming now. It's really increasing. You mean in the 30s you have... Women, about 30 women come consistently in the group. В этой группе сейчас у нас, те, которые постоянно приходят, примерно 30 человек, и они приходят на постоянной основе. Over the course of women-to-women best friends and lasting friendships have been made. И вот в этом сослужительстве, да, когда люди вместе служат, женщины сдруживаются, и у них складываются очень близкие отношения. Wounds have been healed,
from the past, and direction and purposes have been found. Кто-то находит новое направление в жизни, кто-то исцеляется от травм прошлого. Women need women in their lives. Женщинам нужны другие женщины в их жизнях. You can imagine it was a shock for me to find that out. И исходя из того, чем я делилась, да, для меня это просто был шок, что я это все для себя открыла. We were created by the Maker, our Maker, Jesus. Потому что именно такими нас задумал наш Творец. So I'm going to tell you about what goes on in the ministry of women to women, about some of the groups. И я немножко расскажу, чем мы занимаемся вот в этом служении. Women to Women has lots of little groups, about 13 subgroups within it. Это наше большое служение, оно дробится на 13 малых групп. They do outreaches and are busy with different projects in the church and the community. Мы организовываем благовестие и занимаемся разными проектами в нашей церкви. We've reupholstered chairs, made hundreds of cloth bags, ranging from bags of love for the homeless to the pretty bags holding gift items for mission trips. They'll get them later. Что такое upholstered chairs? Like this. Обивают? Обивку делают для стульев. Делают сотни и сотни платяных сумочек, полотняных сумочек, и они делают, эти сумки там наполняют всякими полезными вещами для бездомных или отправляют их в миссионерские поездки, эти сумочки. Women to Women collects and makes the needed items for the homeless, military, outreaches, women's conferences, and mission trips. Это служение собирает необходимые вещи для бездомных, устраивает сбор, да, для военных, для благовестнических поездок и для женских конференций. It provides demonstrations on gardening, bread making, tamale making. Прикольно. Они делают семинары, как садом заниматься, как там сажать что-нибудь, выращивать, как хлеб печь. Тамале – это пища такая, да, мексиканская еда. Как готовить вот это блюдо, которое так называется? Tamales are a Mexican dish that is generally filled with like meat or cheese with chili peppers and covered with cornmeal dough. Это такое классическое мексиканское блюдо, которое состоит обычно из мяса, перец чили, и все это еще тесто из кукурузной муки. Звучит очень вкусно. My husband, who is Hispanic, thought you guys should know that. Мой муж, он испанского происхождения, он сказал, что ты обязательно расскажи про это блюдо. We also do budget. We've had demonstrations on budget cooking, eating healthy, shopping in a budget, quilting, sewing dolls, health tips, and self-defense, to name a few. С чем мы еще занимаемся, если коротко так сказать, да? Мы учим, как готовить, чтобы это было не очень дорого. Как питаться здоровым образом, как ходить в магазин и не потратить кучу денег, как делать лоскутное одеяло, шить кукол и даже самозащита. So if you were part, if you had a talent, we would use it. Если у человека есть какое-то дарование, мы сразу берем его в служение. Мы используем это дарование. There is an intercessory prayer half an hour before the general meeting. Все время идет молитва ходатайства. Она начинается за полчаса до общей встречи. Where a group of women and many times children pray over the events of the day. Где группа женщин и зачастую дети молятся вместе за те события, которые нам предстоят в течение дня. These prayers launch the meeting off to a good start. И такие молитвы очень помогают нам начинать наши встречи. The ministries within Women to Women are visiting the sick. Служение, которое мы совершаем, это посещение больных, elderly or shut-in. Пожилых людей или тех, которые не могут выходить из дома по каким-то причинам. We will pray with them. Мы молимся с этими людьми. Just listen to them as Просто they tell us слушаем, когда они нам рассказывают свои истории. Bringing cards of encouragement, being a friend.
Просто дружимся, просто ободриваем. And as a side note, this ministry is being led by my 95-year-old friend. И так просто для справки, это служение, оно возглавляется вот моей подругой, которой 95 лет, про которую я говорила. She oversees the team of women that goes visiting. Она лидер группы женщин, которые занимаются посещением, которые ходят на дом к людям. And if you're part of the group, you can sign up and she'll call on you to go with her, so it's just kind of... Если вы хотите стать частью этой группы, вы обычно записываетесь, и она может вам позвонить и сказать, нужно сходить туда-то, пойдешь со мной? We also have a homeless ministry. Также у нас есть служение бездомным, where we will gather coats and blankets and hats and socks in the winter to distribute to them in the parks. I'm sorry. Is it time? You just need to kind of wrap it up. Really? No, we have 10 minutes still. 10 minutes. Okay. Yeah, 5:30. Okay. 5:50. Okay. The homeless ministry, I'm just going to shorten it. The homeless work and then a card ministry too. They make cards. Мы также делаем открытки, подписываем их с добрыми словами, чтобы ободрить людей. We have a clothing ministry that gathers the clothing items. Что там у нас со временем? На 45 у нас следующий. Чуть 10 минут. We have 10 minutes. Okay. That's okay. The clothing ministry that we gather clothes, and we had a clothing exchange. We just had a clothing exchange about 3 weeks ago. I love it. The shirts from the clothing ministry, the clothing exchange. Супер. У нас есть служение одежды, что ли, служение одежд. Мы собираем, что кому не нужно, люди отдают свою одежду, а потом мы устраиваем такой обмен одеждой. То есть каждый приносит, что он считает, что ему надоело, а другой может выбрать. Тут, он говорит, здесь рубашечку подобрала на таком служении. And to participate in the clothing exchange, you don't have to donate anything, you can just come. Иногда условием для того, чтобы в таком собрании участвовать, нужно что-то принести взамен. Но у нас не так. Просто приходи и бери, что тебе нужно. We have so many donations. Потому что очень много людей жертвуют. It's a free shopping spree. Это такой, знаете, ты пошел на крутой шопинг, но платить не надо. And we had 50 big bags left over after the clothing exchange. После того, как это служение прошло, у нас еще осталось 50 больших сумок, переполненных одеждой, которые we donated them to the local rescue mission, all those и мы leftover clothes. отвозим их в кризисные центры, там для женщин, для других людей. There's a house cleaning ministry where you sign up to help people that can't clean their house. Есть служение уборщиков. Это люди, которые ездят по домам, где есть инвалиды или беспомощные люди, и помогают им просто убираться. We have a widows group that ministers to the widows. У нас есть группа вдов, которая служит другим вдовам. We have a group called WAC, Women Always Crocheting for Christ, and they made a lot of the hats and the headbands for this trip. У нас есть служение, в котором женщины вяжут крючком. Они вяжут шапки, вяжут вот эти вот повязки, которые мы там видели в зале. Can you see it? Mm-hmm. So they spent since, I think October they started making them. Вот то, что у нас сейчас на столах лежит. Здорово, да? Начали они в октябре. And so they did that, and then they also make hats for cancer patients. Вот то, что сюда мы привезли. И также мы вяжем шапки для больных раком. The homeless. Для бездомных. Babies that are in shelters. Для детей, которые находятся в кризисных центрах. And sometimes for veterans. И иногда для ветеранов. The great thing about Women to Women is you don't have to be in every ministry. You can do one or two. Что там замечательного? То, что ты не должен в разных служениях быть, а ты выбираешь одно или два служения. Or only come for the demonstrations. Или просто приходишь на мастер-классы.
Women to Women is a place for women to come, a safe place to learn about the Lord while serving others. Это, знаете, такое безопасное место для женщин, куда они могут приходить и учиться, как служить Господу. Women learning what commitment looks like and being able to practice their commitment in the service to the Lord. Женщины узнают, что значит, как быть посвященной, и как потом это посвящение обращать в добрые дела для Господа. Becoming the hands, the feet, ears, eyes and mouth of Jesus. Становясь руками, ушами, глазами, ногами, устами для Иисуса Христа. A fragrance aroma to the Lord. И благоуханием для Господа. So this was just the end of 2017, and then just this year is what the ladies have done. And it's a photo Этот album. альбом показывает небольшой период, конец 2017 года и самое начало 2018. I think we have like 6 or 7 more from previous years, but we just brought this year's one. It's too У нас heavy. 6 или 7 альбомов за предыдущие годы, но я только один привезла, потому что тяжело тащить. There we are. Вот наш I know it's a great picture. Вот It's a я little- и Даниил, да ладно, ну, все свои. And then this is our administrative assistant. Danielle is the overseer for all women's ministry. Даниил, Малкас, которая здесь, она самая главная в женском служении. And then I get the privilege of leading Women to Women. А я занимаюсь как раз этим служением от женщин к женщинам. And then she is my assistant. So I call her and let her know what's going on. And then she calls the ladies and kind of, because sometimes things change, but she keeps everybody informed. А это моя помощница. И когда мне нужно что-то рассказать всем руководителям групп, я звоню ей, и она уже доводит дальше информацию до них. Потому что вещи часто меняются. And we generally, before each group meeting, we have a devotion where somebody comes in and does a devotion. Перед каждой группой, перед каждым служением наших групп мы делаем такое время с Богом проводим. Чтение And Библии. there's just pictures, so if you'd like to look at it, it is going to be here for you. And this shows you just some of our devotions, some of the projects. This is our homeless leader. She goes and makes arrangements when we're going to go pass out food or clothing. And we generally present the gospel before we do any food distributions or hand out any clothes. Вот эта вот женщина, она лидер служения для бездомных. Она обычно идет, смотрит, куда мы пойдем, с кем мы там будем общаться. И у нас условие такое, прежде чем мы еду и одежду раздадим, сначала мы раздаем Евангелие, сначала мы благовествуем людям. Она отвечает за это служение. And these are just some of the projects when we do bags for the soldiers. Здесь фотографии разных проектов. Здесь мы сумки для солдат шили. And you can see we have little children, sometimes even boys. И даже мальчишки иногда приходят с мамами, тоже там нам помогают. So they can, and they're putting together stuff there. And then this one, she was doing a devotional in that picture. And this was the widows. Oh, this was when we were doing crafts for the, we have a fundraiser. Мы здесь собирали деньги, пожертвования на определенное служение. And then this was the widows И group. мы сделали поделки, и вот мы продавали их. Which one is this? This is the widows. They had a Thanksgiving group for the widows. И это группа, которая служит вдовам. Это был день благодарения для вдов. And what is this? Oh, we did a Christmas. We have a Christmas bash. Ну и, конечно, Рождество. Тут мы оторвались. So we do fun things too, just for the ladies. Мы просто делаем что-то приятное всем. And this I love. Вот это мне очень нравится. We have a family that comes in and leads worship in the morning. У нас есть семья, которая по утрам приходит и поклонение проводит. So it's, and they're so sweet. Это очень The little прекрасное время. Малыши поющие. And then let's see what else. Oh, there's the knitting, and then this is some. I don't remember. Вот это вот мы вяжем. Yeah. And what one is this? This is my intercessory prayer leader. So she's in charge of getting everything ready for every morning before we meet. She calls everybody and reminds them who wants to do intercessory prayer. Это моя помощница. Она отвечает за молитву ходатайствования. Она постоянно молится, постоянно организует все для наших молитвенных встреч. And this is when they were getting ready. They were doing the headbands. Some of the headbands, and they're working on here. And you can see the little boy. There's a little boy also helping to sew on the. Здесь вот мы как раз свяжем эти вот повязки для головы, и мальчишки тоже пришли к нам вязать. And so that's it. If you have any questions,
Вот, такая у нас жизнь. Есть вопросы? We admire. У нас восхищение, да? Да. Слава Богу. Because when you took the direction, because we were doing it, and all of a sudden he's going, we want you to do this. And it's like, okay. Да, потому что мы ищем от Бога направление. Мы просто у Него спрашиваем, что дальше, Господь, и Он ведет. Давайте помолимся за их служение. Такое потрясающее служение, да? We want to pray for your ministry. Okay, thank you. Дорогой Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Нона поделилась с нами этим служением, Господи. Это так чудно, что Ты соткал его, Господь, таким тонким образом, как Ты всегда умеешь, Отче. И мы просим, Господь, чтобы в этом служении никогда не было недостатка, Господи. Ни Твоей воли, Господь, ни Твоего покровительства, Господь, ни материальных финансов, чтобы ни в чем не было недостатка, Господи. Восполни все их нужды, Господь. Обнови их, Господи. Порадуй их, Господь, и дай им сам награду, которую Ты им приготовил, Отче. И мы просим, Господи, если есть на то воля Твоя, Господи, помоги нам начать такое же служение в наших церквях, Отец. Если сейчас в чьей-то душе загорелась искра, что нам будет тоже хорошо такое иметь, Господи, то Ты поведи нас, пожалуйста, дальше, Господь. Не дай нам бежать пред Твоей волей, Господи, но исполни волю Твою здесь, в России, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо, очень много полезного.